Всем привет! Сегодня будет обзор свимсьюта, скинсьюта против трисьюта. Посмотрим, в каком проплыву быстрее. Будет 2 по 500 метров, примерно по 490. И прямо в бассейне вы поймете, я покажу вам, есть ли толк с этого нет. И вообще, мне кажется, он на меня плохо сидит, но мы посмотрим. Скинсьют у нас Selfish, трисьют у нас BioRacer. Вообще старт на открытой воде, поэтому я подумал, почему бы не пробовать свимсьют, скинсьют наконец-то. Тем более для таких пловцов, как я, для очень плохих пловцов. Итак, вот и наш бассейн. Шикарный 35-метровый бассейн на берегу моря. На берегу мора. Музыка какая-то играет. Ёб твою мать! Блять, хожу уже сюда, сколько уже год. Музыка ни в один день не играла вот так вот. Сегодня надо, чтобы поиграла. Когда я видео собрался записать. Так, атрибуты для плавания. Чехольчик для телефона, чтобы не намочить его. Я уже один телефон так почти угробил. Хотя тебе тоже чехольчик не самый лучший, уже тоже уставший, его нужно уже обновлять. Задание скопировал. Есть такое приложение, называется WidgetSmith. Я вот копирую текст, и у меня потом вот так показывается, не знаю, видно, нет. Короче, по свайпу влево показывается текст, чтобы там не тыкать мокрыми пальцами, короче, сложности не было. Часы мы снимаем, потому что у нас очки будут все мерить. Не смотрели обзор на форум Google, пожалуйста, смотрите этот обзор у меня на канале. Буквально чуть-чуть совсем он там рядом. Пролистать вам немного нужно. Дома я выродился уже. Понятно, что внизу у меня трисьют. На этой неделе уже старт акватлона, где я плыву 1000 метров, бегу 5 километров. Возможно, что будем без гидриков, поэтому вот тестируем скинсьют. Вот так он выглядит. Размер М. При моих 189-76 килограммах. Ну что-то я не знаю, мне кажется, что возможно он мне большеват. Мы с вами идем на бортик. Вот Четчик плавает, тоже на акватлон готовится, девушка. Я что-то как-то подкачался неудачно. Что-то болит немножко все. Для плавания на самом деле, когда объемы катал, тяжеловато было, и я такими наушниками обзавелся. Да там 1000 за 3 на Wildberries, $20-30. Нормально работают. Протокол такой: 600 разминку, 4 по 70, 2 по 500. Облизываем очечи наши. Ну что-то так, первое ощущение особо не острое, как будто бы. Ну, скольжение чуть лучше, но понятно, что не очень так. Жмет в паху сильно очень. Сразу там поплыл, поправил сразу. Вот, ну по минуте 54 вот сейчас вот. А что, легко плыву, это вторая зона. Так, ну сейчас разминку доделываю, 4 по 70 и потом тест. Что-то уже второй по 70. По минуте 35, минут 36, что-то быстро. Пульс 143 при этом. Странно. Либо костюм как-то, либо свежий. Ну, может, свежий. Не понял, сейчас посмотрим, это 70 сколько будет. Пульс 153, темп 1.34. Странно. Ну ладно. Сейчас длинный интервал покажет. Ну, сейчас последний четвертый делаю. Потом 140 закуп и 2 по 500. Это просто потому что 70 метров, поэтому быстро. Вообще читал, когда про минут 37. 149, 150 пульс. Короче, когда читал про эти все херни, не знал, что, оказывается, за счет компрессии достигается эффект. То есть за счет того, что мышцы сдавливаются, в этом смысле, происходит компрессия, и ты меньше устаешь, проще плыть, соответственно. Ну и плюс гидродинамика, это то, что обтекает, да, вот.
что у кожи хуже гидродинамика, если вы в шортах. Потоки воды притормаживаются, обтекая ваши там джаммеры или плавки, да? Вот, поэтому как будто бы за счет этого достигается эффект. Но вообще вот этот вот, он тренировочный, вообще тренировочная модель, очень самая простая. И проблема его в том, что материал довольно-таки простой. Он, конечно, лучше, чем трясют материал, но он простой. Если мне показывал тренер там Саша Варюхин, там Арена Кобра какая-нибудь, или там Рока Вайпер, там такой материал вообще, там чуть ли не карбоновые вставки, там нити какие-то карбоновые, там вообще какой-то, ну вот он супер, как Gore-Tex супер, у куртки вот супер непроницаемый, но при этом тянущийся, вот, и отталкивающий воду. Хотя это тоже, по идее, отталкивающий воду очень сильно должен быть. Но по пропитке я вот начал его мокрыми руками трогать, видно, что капли скатываются, вот. Вообще, наверное, все это работает. Чем выше скорость, тем лучше, да? Как и диск на велосипеде. Когда ты... чем выше скорость, тем лучше сопротивление это отрабатывает. Соответственно, чем медленнее плывешь, тем хуже. Понятно. Ну чё, стартуем. Первый отрезок в скинсьюте. Что я сейчас понял? Ну и сейчас и вообще постоянно тренер мне говорит, техника главная, да? Проблема на отрезках, если ты пытаешься плыть на чистоте. Ну то есть это, я бы сказал, это проблема, потому что ты потом, у тебя снижается в суете в старте, у тебя снижается качество грибка, и частота твоя боком вылазит. Ты гребешь, а скорости нет. Поэтому важна техника. Каждый грибок абсолютно до конца. Вытянуть ручку, захват хороший, качественный. Локоть в сторону, да, то есть грибок до конца. То есть все это, конечно, очень важно. Я вот сейчас пытаюсь перестроиться, понял, что часто, ну, периодически делал отрезки на чистоте, вместо того, чтобы на качественном грибке мощном. То есть вот мощный грибок все-таки, как ни крути, вроде бы очевидная штука, да, чем меньше грибков ты на бассейн делаешь, тем качественнее плывешь, но все равно из-за того, что паттерн не устоявшийся в голове, ты потом со временем это, ну, короче, когда начинаешь работу делать, что еще забываешь. Поэтому важно медленно плыть правильно, быстро плыть тоже правильно. Ну ладно, давайте сейчас через 500 метров увидимся. 169 пульс. Минут 39. Средний темп. Обливать ход. Ну, по форме вопрос сейчас. Потому что вопрос по форме. Где-то неделю-две назад, по-моему, недели до гонки я делал 2 по 4,90 по минуту. Минут 41, минут 42 там было. Сейчас минут 39. Но я думаю, сейчас я гантелями качался, чуть утомленный. Короче, ну что-то как будто бы, не знаю. Начал хорошо, первая половина как будто вообще по минута 30 была нормально. А потом что-то уставать начал. Ну все, снимаем скинсьют. Вылазим, отдыхаем. И второй отрезок. Что-то тяжело. Кстати, снимать его — это отдельное приключение. А, нет, быстро. Ну, нормально по ощущениям. Ну как, все равно тяжеловато немножко, я бы сказал, по ощущениям. Не так. Ну хотя пульс хороший. Я вот. Хотя там, по-моему, тоже 172 было под конец, а сейчас 169, как будто меньше получается. Ну ладно, средний пульс мы откроем, посмотрим и сравним по времени прям. Хотя, мне кажется, для частоты эксперимента не хватает много данных. Ну, то есть, не хватает. Ну, то есть, я сейчас утомленный после первого отрезка, а на втором, в трясюте явно, ну, как будто, может, могу хуже. Поэтому, мне кажется, не знаю, надо подумать.
Сейчас восстановлюсь, плаваю, отдохну еще, подышу и второй отрезок. Минут 42. 173 пульс. Сейчас 500 метров было. Минута 42 там. Пульс. Пульс выше, но как будто бы, да, вот. Может быть и есть. Не знаю, конечно, может. Ты тестировщик из меня, бля, слабенький. Мне кажется, потому что я один интервал сделал, хотя нет. Чего это? Я 2 недели назад же делал. Все, там, ну, там четко по минута 41, минут 42. 2 отрезка. То есть это говорит о чем? Что 2 таких, ну, 1000 активно я везу нормально. Мне даже 1,5 сейчас. Ну, как бы нормально можно. Но это тогда я упашусь. Вот, поэтому это запасом еще. Ну, вот получается минут 39, минут 42. Где разница? Опять же, я в первом, наверное, дошел до пульса только 169. Тоже о чем-то говорит. А во втором уже 173 был максимальный под конец. Да, мне кажется, он даже на середину уже под 160. Ну, уже высокий довольно пульс был. Сейчас посмотрим точно. Я вам покажу. Ну, не знаю, по ощущениям сложно сказать. Как будто бы и нет. Видишь, компрессии мало у такого костюма. Он компрессию-то и не дает. Максимум гидродинамика. Он даже, я снимал, видели, он слетел легко. Это не дело. Костюмы нормальные, они должны прям, плотничком сидеть. А это что, висит? Ну, гидродинамику какую-то дает, наверное, все равно по сравнению с вот этим вот. Хотя тут тоже, ну, он тоже не самый, ну, неплохой, мне кажется. Вот. Ну, тогда я 2 по 490, я тогда в плавках был вообще. Минус 40. Вот. Ну ладно, все, заплывка и итоги. Так, ну что, все. Я уже отошел от шока. Я понял, знаете что, что на стартах я не это. Короче, на стартах проблема в том, что я такого усилия не чувствую. Ну, мне не настолько плохо на стартах, вот это проблема. А должно быть чуть-чуть плохо, мне кажется. То есть я выкладываюсь не так. Я потому что сейчас плыл, такой думаю, когда это закончится. А на старте из-за какого-то, видимо, страха, суеты жалею себя. Мне кажется, так вот. Ну что, смотрим, что показывают нам очки. Они уже синхронизировались. Сегодня у нас 2,2 километра. И смотрим View Swim Details. Так. 1,490 у нас показывает 163 средний пульс. Средний пейс минут 38. Вот у меня такая статистика. Свольф 68. Второй отрезок с Вольф хуже, кстати, прикинь, 72. 68-72, например, разница. И средний пейс 1,41. Ну, небольшая разница. Средний пульс 163. О! Ювелир! Ювелир! 163-163 средний пульс. Но разница большая в количестве грибков на длину, да? Смотрите. Ну, типа длина проплыва на строк, на грибок. Прям титаническая разница. 0,97 метров в первом отрезке, а во втором 0,89. То есть как будто я стал чаще. Ну, видишь, видимо, из утомления чаще, хуже. Вот, конечно, косяк это большой. Ну, короче, 8,03 и 8,17. Вот. Какой мы делаем вывод из этого всего? Костюмчик проплыва скольжения дает. Так или иначе, немножко. Но это разница какие-то несколько секунд. Хотя они могут быть значимы. Получается, что даже если вы 3 секунды видели, это 17, ну, типа 20-30 секунд даже. Так, на 500 метров, на 1000 это может быть минута. Минуты тоже много. Ты можешь бежать и как раз минуту не добежать. Мне часто не хватало там 20 секунд, 30 секунд добирать. Возможно, поможет. Поэтому на этом мы заканчиваем. Костюм сила, но не такой, какой у меня. Вот. Так, все, я в тишине пока могу вам что-то записать, потому что что-то одолели все. Да ё-моё! Сейчас. Все, музыку выключил, нашла коса на камень. Короче, норм в целом. Да нет, в костюмчике может быть и нормально, видимо... Усилие компрессии, я думаю, не такое, какое должно быть. Из-за этого эффект снижается. Я думаю, в целом несколько секунд оно может смело давать.
Но вот то, что во втором отрезке у меня частота, ну, длина проплыва, возможно, это из-за вот эффекта скольжения, который может давать этот костюмчик. Ну, то есть, я думаю, есть в этом что-то. Ну, по ощущениям так, не знаю. Хотя, конечно, может быть, я просто за счет утомления пытался поддерживать скорость, частоту и темп, и из-за этого чистил просто, ну, пришлось чистить, потому что чувствовал, что тело тонет, да, то есть, что обтекаемость не такая. Хотя, я думаю, на самом деле, что эффект от трисьюта хорошего, ну, как мне Саша говорил в целом, да, и от скинсьюта, он близкий, наверное, но все равно у скинсьюта у него покрытие все равно чуть-чуть водоотталкивающее, чуть-чуть такое, ну, гидро, мне кажется, потому что у трисьюта такое, там нужно несколько задач закрывать сразу, да, то есть трисьют, ну, он должен быть и влагоотводящий хорошо, ну, я имею в виду, и просыхающий быстро, но немножко другие свойства нужны, в отличие, ну, в нем же бегают, бегают, а в этом нет, поэтому, я думаю, немножко разное. Такие дела. Все. Давайте, смотрите другие обзоры, мои плавательные успехи триатлета-любителя, который идет к своим минуты 30 на 1900 метров. Когда-нибудь да придет, надеюсь. Вот. Все, всем спасибо. Всем пока, будем на связи. Пишите комменты, пожалуйста. Если у вас есть опыт в использовании там гидрокостюмов, свимсьютов, еще чего-то, пожалуйста, пишите. У меня еще сейчас должен скоро мне отдает знакомый гидрокостюм с длинными рукавами, а у меня с короткими рукавами. То есть не с короткими, в смысле, короче, безрукавный, да? Вот. И я думаю тоже сравнить, потому что есть в этом что-то, мне кажется, хороший гидрик. То есть там не просто так топовые гидрики стоят там, ну, понятно, что часть это маркетинг, но я имею в виду топовые гидрики с топовыми технологиями, там вообще, ну, то есть по-другому ноги держатся, плечи по-другому. У меня был-то простой самый гидрик с длинными рукавами, который был, блин, большой, в котором я плавал очень долго, несколько лет. Потом в прошлом году вот купил без рукавов, который уже моего размера, МТОЛ нормальный. И теперь остался мне с рукавами нормально попробовать, потому что, возможно, это для меня тоже поможет. Но тем более, видишь, если плыть в какой-нибудь прохладной воде или там полный айрон 3,8 километра, то, конечно, мне кажется, нужен гидрик нормальный почему-то. Вот. Поэтому пишите комменты, будем на связи, пишите свой опыт. Всем пока-пока.